Итак, друзья, сегодня мы с вами будем испытывать программу GoToRain. Вернее, она уже испытана. Вы увидите конечный результат. У меня был уже первый выход с этой программой. Вот, есть первые результаты, и мы можем их с вами посмотреть и поглядеть, насколько эта вообще программа нужна, не нужна. Каждый сделает для себя свой вывод. Я вам покажу лишь результат. Есть плюсы, есть минусы. Сейчас мы все это дело с вами обсудим. Я вам все покажу, как все было на самом деле. Это, видите, у меня есть 3 точки. Здесь 3 как бы копа. Скажу сразу, первый коп это был тестовый. Даже смотреть не будем, это я дома здесь тестил. Второй коп это уже серьезный коп. И третий коп у меня ни хрена не вышло. Почему-то, короче, не знаю, какое-то не было синхронизации то ли с телефоном, то ли с детектором. Короче, там все плохо. Ну вот, все нормально прошло у меня 22 февраля. Нормально отработали. И все как бы удалось полностью протестить программу. Смотрим. Итак, вот наша программа. Как видите, здесь указана дата. 22 февраля 2025 года 13:22. Это, судя по всему, время, когда закончился коп. Значит, видите, циферка 20. Вот в этом месте. В этом месте слева. Это 20 целей. 3:01:08 это время, сколько проведено на копе. И 2:08 километров это сколько по треку было пройдено. Вот. Ну, давайте про тепловую карту мы в конце. Итак, вот что у нас получилось. Вот такая картинка. Я сейчас как бы вам все покажу примерно. Вот такой общая картина. Квадратики это фотографии находок, которые были. Пытался, я скажу сразу, копал в море. Снимать было очень неудобно, но я все-таки снял это все. Как смог, так снял. Вот, здесь была даже найдена одна яма, ну, ко всему понемножку. Значит, зашел я в море в месте, где вот цифра 81. Это была пробная цель, то есть я просто обскуп посигналил, передал цель на программу. Вот. Процесс, значит, как передача цели? Берется детектор и средняя кнопка верхняя, это передача показаний ВДИ в программу GoToRain. То есть это так происходит. То есть ты находишь цель, зажимаешь кнопку, среднюю верхнюю кнопку, и там у вас там выскакивает окошко GoToRain. Кстати, у меня видос на канале будет этого копа, там тоже элементы показывал. Далее, ну вот я пошел, начал ходить, видите мой трек. Скажу сразу, что трек, скорее всего, сигнал GPS гуляет, поэтому стиль моего прохождения это стиль кунг-фу этого пьяного монаха, как там, пьяный кулак назывался. Примерно так я и ходил, судя по всему. По-моему, трезвый человек-то ходить не может. Ну вот. Я был в Забродниках, поэтому я не мог глубоко заходить. И, в принципе, такой тестовый коп был, минусовая температура. Ну вот, первая цель. Наконец-то мы поймали первую цель. Я передал показания ВДИ на программу, выкопал цель, и это у нас оказалось, можно даже ее посмотреть, это оказалась у нас находка 1 евро. Вот, я ее зафоткал, фотка уже есть, она находится в программе, и тут статистика. Видите, 22 февраля, время во сколько найдено в 10:31, ИД цели 86, GPS-координаты, высота 11 метров. Это надо запомнить, высота от уровня моря. Хотя я находился на уровне моря. Как-то интересно все это так. 11 метров от какого-то значения уровня моря. Дальше идем. И вот я пошел дальше. Это, видишь, то, что 2 линии, это я по одной шел, по второй возвращался примерно. Вот. Плюс какой, что ты можешь примерно посмотреть маршруты, как ты ходил. В принципе, это неплохо на самом деле. Может быть, ты сейчас решил изучить эту точку, эту линию, потом в следующий раз ты хочешь изучить другую линию, и ты можешь, как бы, может быть, примерно
понимать, где ты копал, где не копал. Ну вот, дальше я шел, было затишье. И, наконец, через какое-то время у меня снова сигнал. Сигнал 68. Сигнал 68. Но почему-то здесь... ну да, здесь, наверное, был сигнал 68. Скорее всего, это была какая... Я не помню. По-моему, может быть, пробка, может что-то. И потом у меня... Вот, вылезла еще одна находка. И вот видите, я вот минус какой. Цель наложилась вместе с другой находкой, да? Вот где фотографии, я теперь не могу попасть, трудновато попасть в эту находку. То есть я вот пытаюсь по-разному, видите, все время попадаю на это время 11:06, вот 10:53 попал. И вот это как бы не такой минус. Если цели, много целей, ты все снимаешь, потом очень трудно попадать. Вот вы видите, мы нашли еще один еврик. Так же самое статистика. ВДИ еврика была 84. И высота уже 13 метров. Я на 2 метра поднялся выше, судя по всему. Минус какой, вам скажу, то, что здесь рекомендуется ставить уведомления на телефон, подключать, чтобы программа посылала уведомления на телефон. Получается так, чтобы послать сигнал в программу, как я сказал, нужно зажать среднюю кнопку верхнюю. Ты зажимаешь среднюю кнопку и слышишь, как пришло уведомление на телефон. То есть и телефон не надо держать перед глазами, ты просто можешь слышать. И передача сигнала практически всегда не получалась с первого раза. То есть приходилось мне раза по 3 нажимать, чтобы сигнал ушел на программу. То есть вот это минус уже. Вот, дальше. То есть это как бы, не знаю, кто им пользовался, напишите, у вас все четко уходило или нет. И дальше вот произошел момент. Прямая линия. То есть я так ровно, сначала я шел в стиле пьяного монаха, а потом ровная линия. Здесь какая-то рассинхронизация произошла по какой-то цели. Либо прибор отключился от телефона, может быть GPS-сигнал поймался. И потом, хотя вроде я смог зафиксировать следующую цель через какое-то время, да, и видите, и он между этими двумя точками нарисовал прямую линию. Какая-то был рассинхрон чего-то, по какой причине, не знаю. Может из-за того, что, может быть, блок под воду опускался. Возможно, это. Не знаю. Далее мы нашли еще одну находку. Можем посмотреть тоже. Вот уже ВДИ цели 67. Мы уже 17 метров. Мы еще выше поднялись на 4 метра. Колечко. Хотя я шел примерно на одной глубине. То есть вот это уже показания уже ложные вот этот высоты. То есть это уже какая-то нестабильность работы этой программы. То есть неверные значения. И GPS цели. Насколько он точен, не знаю. Наверное, какие-то приблизительные значения есть. Хотя примерный маршрут, наверное, то он такой есть. Я вот примерно так ходил. Вот. Далее пошел дальше. Я ушел здесь, где-то я тут, вот тут видно, вот эта линия сюда, это я ходил, действительно, я ходил к берегу, чтобы поменять перчатки. То есть я одевал неопреновые перчатки, потому что мне в теплых замерзли руки. И здесь я вот нарвался на яму. И вот, как вы видите, здесь вообще, просто там все испещрено линиями красными. Все вот эти сигналы, что вы видите перед собой, это все находки. То есть какое-то время я находки пофоткал, но поскольку я нахожусь в Адемне, мне неудобно доставать телефон и снимать эту неопреновую перчатку, делать фотку, в программу заносить. Поэтому я вот несколько точек сделал. И потом вот можно посмотреть, какие цели я тут находил. Я вот тут нашел этот свисток от духового инструмента. Что тут я находил? Здесь полезли советы у меня, всякие разные интересные. Вот можно поглядеть, там 3 копейки. Вот. Как бы в этом плане статистика очень, очень прикольная. Вот тут, по-моему, у меня 15 копеек 54 года до реформы пошла. Вот. И все показания можно... вот плюс какой, смотрите, 15 копеек 84 года, да? Мы сразу можем для себя отметить, а ВДИ у нее 55, да, к примеру, там. Вот монеты другая, к примеру, вот тут
2 копейки 61 года, да, ВДИ, а ВДИ неизвестно. Почему-то ВДИ не зафиксировалось. Видите, ну какие-то сбои программы есть. Ну вот давайте какую-нибудь еще там цель возьмем. Вон тут там. Еще 2 копейки 61 года. Тоже. ВДИ неизвестно. Странно. Да, вот смотрите, вот на 2 почему-то несколько ВДИ нету. Трудно сказать. Это что? Ну, только сейчас заметил. Вот тут монета 3 копейки, а ВДИ 74. 21 метр. Еще выше ушли. Ну вот. Далее это вот эти цели все. То, что вы видите перед собой, это тоже все находки были. Это все находки, просто я уже не доставал телефон. Вот. И как бы вот эта яма. Эта яма найдена была, в ней полезли находки. И вот как бы тут зафиксировалось все. То есть, как бы, интересная статистика для себя. И дальше я тут пошел там зигзагами. Здесь, кстати, вот это, видите, как я иду не ровно, не вот этот вот берег. Я иду не параллельно берегу. Это как шла яма. То есть, начиная от берега была мель, а все дальше это был край ямы. Я вот по этому краю ямы шел. Видно, как ямы вообще, они неровные, как они вообще тут бывают. То, что вы видите какой-то яма какая-то на карте, но это старые показания со спутника. Ну вот дальше вот примерно все вот так вот происходило. Здесь, вот в этом месте, где прямая линия начинается, я выключил детектор, а программу я выключил возле машины. И тут он нарисовал уже прямую линию между этими двумя действиями. Вот как это работает. Живой. И еще интересный момент. Вот тут есть такое изображение тепловой карты. И мы получаем, не надо путать, что это тепловая карта, это вы перемещаетесь. Вот вы ходите, и он рисует вашу тепловую карту. Здесь вы ходите больше, это тепловая карта находок. То есть, когда вы отмечаете находки, исходя из этих находок, он делает эту тепловую карту. Ну, в принципе, посмотрите сами по статистике. Здесь показаны места скопления находок. Вот. Как находки, где находились находки, где были расположены. Но, в принципе, эта информация для моря очень даже полезная, да? Я вам скажу. В принципе, вот здесь зафиксирована яма. То есть, это мы бы для себя уже, у нас не только для себя, она у нас в программе, эта яма есть уже, что... Вот тут есть яма, и вот эту яму можно, в дальнейшем приходить сюда и бомбить. Можешь для себя вот на карте посмотреть, где она находилась, вот эта яма, можешь по признакам понять, где она находилась, и потом приходить на эту яму и в дальнейшем, там, после штормов, ее дальше проверять. Вот. И так же самое, яма находится на глубине, ты так же самое можешь зафиксировать ее. Но вот эта тепловая карта так выглядит интересная. Вот. В принципе, программа работает, но глюки, как вы видите, есть, да? Какие-то непередачи ВДИ сигнала. Вот. Цель зафиксировалась, мы ее там ставим туда. ВДИ сигнал не отметился где-то, в каких-то моментах. Где-то вот эти прямые линии. Вот сейчас мы уберем. Трек тоже такой, не знаю, насколько он точный, но скорее всего он... Как GPS, видите ли, он не стопроцентный, видите, он может скакать. Вот я 100% вот так вот не ходил. Я вот здесь сюда выходил на берег, здесь был этот лед, край льда, я на него заходил, просто доставал что-то с сумки, по-моему. Вот, и все. А тут как будто я крутился по этому месту, тоже показывает. Так что вот такие вот первые мои испытания Gotha Rhine. Вот можно сделать какие-то первые выводы для себя. Вот. Естественно, что эти данные, видите, вы каждую цель у вас получается, вот, к примеру, возьмем цель, выводим, здесь есть GPS-координаты, да, то есть, если вы идете в секретные места, используете эту программу, кто-то где-то эти данные получит, у кого-то эти данные будут на каких-то серверах, я не знаю, насколько там эта программа французская, как это все дальше работает, передаются эти данные, куда они передаются, неизвестно. Дальше вот. Может, доступ к этим данным наверняка кто-то будет иметь.
раз на сервере они лежат. Поэтому вот так вот такая вот программа. Для себя, может быть, для каких-то своих целей можно это использовать, я думаю. Я думаю, можно. Там, прочесывание места можно как бы, и где ты что находил. Это полезная инфо, нормально для копателя. Если ты, к примеру, выбиваешь какое-то большое место. Так, тут я походил, тут я находил это, тут я находил это. Вот это место я не пробивал. Как бы вот в этом плане, в этом что-то есть. Многие скажут, обычные трекеры тоже так же работают. Ну, не знаю, обычные трекеры, можете ли вы прямо на свои точки накладывать фотографию, ставить VDI. Вы над каждой точкой будете, в принципе, долго мучиться. А здесь уже это все автоматизировано. Поэтому как бы имеет место быть. В принципе, вот, делайте выводы. Нужна эта программа, не нужна. Так что в комментариях отпишите, вам нравится работа этой программы, не нравится. Давайте обсудим, нужно ли это или нет. И вот он, напоследок еще раз полюбуйтесь тепловой картой. Все, всем пока.